Я хотел бы вам в этой беседе подчеркнуть очень интересные вещи для общества, для мира и так далее. Но уже сейчас ни для кого не секрет, что вот этими всеми усложненными, так сказать, в ночи сварога, разными обществами, там, фондами, трастами, значит, там, монархиями, псевдомонархиями там, и всеми остальными сложившейся какая-то каркас вот этой, да, системы паразитической. Вот. На этот каркас вот этот был, ну, вот, последние несколько, так сказать, ну, там, может быть, столетий, да, была утверждена такая корпорация, которая мировая как бы корпорация, которая индустриально-финансовая корпорация, куда вошли некие, так сказать, фамилии общества иллюминат. И вот возглавлял ее, эту корпорацию, не только это, многие структуры возглавлял Ротшильд фэмили. И вот Дэвид Биджи Ротшильд, такой французский, именно французская ветка Ротшильдов, возглавлял эту корпорацию. Я долго задумался, почему же такое вот именно французское, почему не английское, там, не немецкое там какая-то, да, там, а именно французское. И это мое предположение, я думаю, что многие его оценят, кто понимает в этом. Одно время, когда Советский Союз был захвачен вот этими ну, назовем их американскими банкирами, на самом деле вот этим обществом иллюминатов, был захвачен Советский Союз, советский народ, суверенная страна, то есть когда они нарушили римское право и совершили преступление даже по римскому праву, да, то есть по ночи сварога. И то есть они сейчас ни в коне, ни в законе, и, значит, их нет нигде, они будут уничтожены полностью. И вот когда они сделали вот это действие, то у нас в Госбанке СССР была немножко другая система учета баланса. То есть у нас баланс складывался не просто дебет-кредит, а еще усушка, утряска и остатки на складе. То есть чему нас когда-то учили в советское время. Я вот заканчивал кооперативный, первый мой, так сказать, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности. Это еще такой как бы техникум, который идет после среднего образования только. Нельзя туда поступить там с неполным средним. И профессиональный такой техникум. И вот там вот эти основы, когда преподавались, я это помню еще в советское время, да, вот это учета. А что принесли в систему центрального, вот этого валютного управления американского, ЦБРФ, да, которое не банк, а валютное управление? Какую систему учета принесли? Французскую. Именно французскую. Уже остатки на складе, усушка, утряска, всего этого нет. Есть только дебет-кредит. Такая система правильно работает среди, так сказать, только честных людей и джентльменов, кои является в своей массе основной советский народ, он так воспитан. Вот. А у мошенников они могут из дебета в кредит закидывать что угодно, как угодно переводить, и вот он будет баланс, эта цифра ни о чем. А внутри как раз все воровство, преступление, отмывание, вливание и так далее. Прятать можно все что угодно. То есть это не для мошенников, это, как говорится, инструмент их деструктивной игры в обществе, понимаете? И вот за эту гениальную идею, как можно накалывать весь мир, вот это корпорации, общество иллюминатов, значит, возвели эту французскую ветку в такой высокий пост. Такое мошенничество изобрести. Да ее, красавчик. Возглавляй. Что такое общество иллюминатов? Романовы, Ротшильды, Морганы, Барухи, Оппенгейнеры, Варбурги, ну все вот эти фамилии, это и есть 13 фамилий, это и есть общество иллюминатов. Понимаете? Это и есть семья, так называемая. Это римское семейное право. Понимаете? Это все клички в основном, это не фамилии. Клички, фамилии у них там были другие. Они связаны родственными Цукерман какой-нибудь, там, Шлагбаум. А? Это родственные родовые отношения все-таки. Понимаете, это слово род там отсутствует. Если я сейчас вам начну выдавать, пока еще, наверное, рано, вообще какими догмами и какими
ну, лживыми, конечно. Я вообще слово догма для меня это, там разные словари переводят по-разному, но для меня это возвышение в статус утверждения как говорится, небылицы, ну, лжи и так далее. Догматы это всегда фанатики, которые несут только в основном разрушительную миссию. Твердо убеждены, что они творят священное дело. Понимаете, в чем дело? И благими намерениями, так сказать, всех ведут к деградации, так скажем, да? Вот, поэтому я бы не назвал у них никаких родственных связей. И, на мой взгляд, там слово «род» отсутствует. Когда существа биологические, вот эти киборги, биороботы, уничтожают народ, а это высшая форма рода, то они не имеют отношения к слову родственные связи, даже фамилии не имеют отношения. Что-то их связывает. Это банда, бандиты. Бандиты, убийцы, извращенцы. Причем есть извращенец разный, есть сексуального, там все вместе. Сексуального, ментального, интеллектуального и так далее. Мы же не скажем, что там необразованные, они образованные. Только они образованные, очень культурно говорят, давайте убьем полмира, а лучше 2/3, а лучше 90%. И культурно, не культурно, это неправильное слово. Культура – это высокое слово. Цивилизационно. И по этикету. Цивилизованно. Да. Вот это, так сказать, безобразная сущность в холеном теле, набрызганном, да, всякими ароматами, производит зело поганое. Понимаете, в обществе. И кто бы чего бы там ни говорил, кто бы какую там не доказывал историческую правду там, и так далее. Я вот когда разговаривал, вообще евреев такой нации-то не существует. Так же, как и русские, не существует нации. Русские – это живущие на скиту Руси. Живет на скиту, Русь – это вся земля. Ну, хотя бы в том, что нам показывают, хотя бы вот в этом блине, да? И вот в этом блине это земля, даже негр, он русский. Русский еврей, русский грузин, все русские. А вот грузинские русские не скажешь. Это неестественно. А русские все, потому что живут на скиту Руси, они забыли это. Они уже все от слова русский отрекают. Они не живут на скиту Руси, они себя выселили уже отсюда. И они здесь даже не мигранты, их вообще здесь нет, кто говорит, что я не русский. Понимаете? Даже русская собака бегает, даже русская птичка летает, потому что она живет на скиту Руси. Это слово не имеет отношения к определению по племени, роду, нации и так далее. Не несет. Это прилагательное слово. Есть русы, русичи, прямые потомки кого? Богов. Предки. Бог эти предки. Разумные предки, достигшие божественной сферы метрического сознания, которые заложили нас в мудрость, только мы не эволюционировали, мы все время деструктировали в этих цивилизациях. Потому что цивилизация – это пекельное образование. Когда все говорят, вот, цивилизации, а где чьи? Они только вынь, без янь. А значит, обезьяны. Есть приматы, это животные, а есть обезьяны. Человек без янь, без энергии эволюции. Тупо материально вот в этом квадратике находится. Все в земном. Ему зачем думать о небесном, какие-то звезды, небо, там, божество, там, пространство, энергии. Там. Понимаешь, ему это неинтересно. У него, украл, своровал, сожрал, сходил в туалет, что-то делал, потом опять. Вот. И вот в это все время в этом бесовском гонении, вот это поиски вот энергии, как цыган. Понимаешь? Я не хочу оскорблять цыгане, там тоже есть определенные, так сказать, надеюсь, что есть определенные люди, имеющие земной и небесный поток, то есть живые, они только вот, так сказать, искусственные. Да? Вот, поэтому здесь обезьяны, к сожалению, одевают костюмы, пиджаки, галстуки, ходят на работу, решают алгоритмы, которых нет в природе, с минусами, минус 10, минус 20 там, и так далее.
живут вот в этом деструктивном, значит, представлении своем, виртуально-деструктивном, да, и погружают туда больше таких же людей, так сказать. То есть они уходят от рода, от естества, от природы, от Бога, от разума уходят. То есть все. Бог никого не наказывает. Вот человек сам идет, к сожалению, втягиваемый вот этой вот токсинами, да, то есть токсины бывают разного уровня, в том числе и образные токсины. Это не то, что образные, а как бы, вот, я бы сказал так, ментальные, да, где демоны. Демоны это живут в ментальном пространстве. А ментал это не жихара, это вот здесь еще живот, там, где жизнь творится. То есть это медное царство еще. Не, ментал уже золотое, начало золотого царства. Да? Вот. И все говорят, в ментальном уровне показывают, вон там, на ментальном уровне. Чакра-то там. А здесь на небесном уровне, ребят, если вы так говорите. Вот. Поэтому люди сами уходят от разума, сами впадают в деструкцию, сами для того, чтобы двигаться в более, то есть путь к самоуничтожению вести, это деструктивный путь как раз самоуничтожения, строить догмы, чтобы опираться на них и дальше толкаться в деструкцию, вот, пока совсем уже вот разбежаться, об стену башкой удариться и разбить голову. Вот что они делают. Это какой это поступок? Догматический. Знаете? Вот он так посчитал, что надо разбежаться и разбить голову об стену, понимаете? Это догма, так сказал. Тогда, наверное, что-то будет кому-то хорошо, наверное. Никому не будет хорошо. Всем будет только плохо. Потому что это ты вселенная, которая рождена, Творец в тебя столько вложил, Творец тебя любит, неважно, какой ты идиот, но он тебя все равно любит и хочет, чтобы ты все-таки жил и развивался, потому что ты дитя. И вот из этой глупости надо выбираться всем на сегодняшний день. Вот. А то, что предлагает нам вот эти театральные персонажи кривого театра, вот этого королевства кривых зеркал, да, на земле, и втягивают туда людей, чтобы они туда тратили свою эмоциональную энергию, свою, так сказать, ментальную энергию, да, любых миров своих энергий. Внимание, душу туда свою направляли. Я считаю, что это большая глупость для любого человека, для любого индивидуума. Он должен, конечно, видеть, смотреть, наблюдать за этим ситуацией, но он должен понять, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Учись плавать и плыви к берегу. То есть начинай что-то делать правильное сам. Мы вот все, чем мы занимались изначально, начали с чего? Мы готовили как раз правовые платформы для общества. Мы их сделали, мы сделали невозможное. Мы прошли, хоть основное здание в Америке, ООН находится, да, и Российская Федерация. Все думают, это Российская Федерация, Россия. Ребята, разберитесь, возьмите документы, достаньте их, они в интернете есть, если в общем доступе вам не дают. И вы посмотрите, что за субъект права Российской Федерации. У вас есть gren.ru, скачайте выписки из ЕГРЮ о правительстве Российской Федерации, об налоговой, об всех силовых вот этих вот фирмах, ЧОПах, о суде, Верховном суде. Я давал выступление до сих пор на канале Казнара есть. Везде. И почитайте сами корпоративные правила Российской Федерации, которые вы называете законами. Да, да, они законы, их в коне нет, они далеко закона. Вот почитайте, что там написано. Там написано классификатор кодов Российской Федерации, который вставляется в ОГРН. Если единичка, это частная юридическая компания, это частное лицо, частная компания, частное юридическое лицо частной собственности. Если двоечка, это юридическое лицо государственной собственности. У нас двоечка нет, у нас есть единичка. То есть это частная компания, просто устав спрятал, никому его не показывают, кто учредитель этой частной компании, какой там устав, чем она занимается.
и так далее. Поэтому у нас и появилось нонсенс. Не бывает такого слова госуслуги, их нет нигде. Государство не может оказывать услуги по закону. Само госуслуги – мошенническое слово, криминальное. Пожалуйста, оно есть. И государство от своих учредителей, от своих, то есть человек это сделал государство, он его владелец, понимаете? И государство оказывает услуги, то есть продает что-то, продает. То есть что такое государство и торговля? Это, по-моему, какие-то разные вещи. Да? Госкорпорация. Это потихонечку переворачивают головку. Человек становится кто? Торгаш. Нет ничего государства. Только торгаш вообще без основ, так сказать, ортодоксально неправильно, наверное, традиционного фундамента субъекта общественного права. То есть у нас нет страны, у нас нет государства, у нас есть корпорации, частные компании, не самостоятельные, находящиеся в юрисдикции другой, более головной корпорации, частной компании, которая называется Соединенные Штаты Америки. Там есть республика, есть корпорация. Вот эти все президенты – это президенты корпораций. И сама фирма Российской Федерации имеет регистрацию в Америке. Есть же такая информация. То есть это американский проект. Доступная, да. Поэтому все субъекты, подсубъекты права Российской Федерации, ООО, ЗАО, там всякие там и так далее, АОТ, это тоже американские. У нас Росреестр, все данные об наших землях, в кавычках собственностях и всего остального, не наши, а Российской Федерации, на сервере в Америке уже давно. Все там. И мы боремся с Америкой. Это кто? Российская Федерация, американская компания борется с Америкой? Нет, по-моему, они не борются с Америкой. На мой взгляд, так они выполняют какой-то другой план. Регулирование и управление животными, то есть обезьянами, которых много развелось. А если они проснутся, эти обезьяны, это столько выйдет позитивной энергии, что паразит сгорит от этой энергетики-то. Поганый паразит. И вот надо бы их как-то вот что-то в деструкцию вводить, как-то их надо. Это, а кто просыпается? Кто потомки богов-то здесь, понимаешь, предков, великие потомки расы великой, то есть белой. В основном в России остался. Сияние Ра, это Волга, в прошлом называлось, понимаешь, поэтому Россия – это сияние Ра. Россия, понимаешь? И вот поэтому и ведется вот этот спланированный, на мой взгляд, это мое предположение. Опять же, надо над этим задуматься, посмотреть. Может быть, я писатель-фантаст, вот, понимаете. Но как-то вот мы смотрим фантастические фильмы, они потом как тут материализуются в нашей реальности, да? Поэтому, насколько я понимаю, это плохо убивать, уничтожать. Любой, даже обезьян, даже приматов, вообще животных. Вот, поэтому у нас с вами такой разговор получается немножко углубленный, философский, так сказать, как разговор у костра.